Я много рассказывал уже про испанский ZX Игропром, снимал видео об испанских игровых гигантах 80-х и так далее. Ведь действительно Spectrum сцена Берега Кроликов и его игры — это явление совершенно обособленное и такое своеобразное. Испанские игрушки очень часто они просто другие. Всем привет! В сегодняшнем видео я не буду нахваливать испанцев с их арибами и абахами, а скорее наоборот буду их ругать, так как, поиграв в последнее время в довольно-таки значительное количество классических испанских ZX игрушек, я вдруг пришел для себя к выводу, что все вообще нифига не так радужно, как мне иногда кажется, и испанские игры очень часто имеют какие-то негативные, такие общие и, если хотите, национальные черты. И сегодня мы с вами и возьмем несколько известных спектрумовских испанских игрушек и посмотрим на них с несколько критической стороны. В общем, сегодня я буду ругать игры нашей юности. Так что, если вы особо впечатлительный, нервно неустойчивый или же беременный спектрумист, то, наверное, лучше все-таки переключиться и посмотреть нечто более спокойное. Лунтика, например, или Свинку Пеппу, или про розовых пони. Так вот, какие же общие черты присутствуют у испанских игр? Я думаю, можно сказать однозначно, что это, как правило, крутая графика и, как бы это сказать, взрослый сеттинг, что ли, и лор. Нет, под словом «взрослый» я здесь не имею в виду какой-то сексуальный контекст, хотя и он очень часто присутствует в испанских играх, но тем не менее, я говорю не об этом, вернее, не только лишь об этом. Вот смотрите, давайте для начала возьмем игру Lorna, которая была зарелизена компанией Topaz Soft в 90-м году. Так вот, Lorna — это просто ярчайший представитель испанского игростроя со всеми его сильными и слабыми сторонами. Вот давайте просто посмотрим. Графика для тех времен просто огонь. Да, скажем так, не Серафима, но для 90-го года огнище огненный. Параллакс, ощущение объемного и глубокого леса, да и вообще выглядит все это здорово. По меркам Спектрума, конечно же. Ну и сам сеттинг тут прям тоже взрослый. Присутствует также и сексуальный подтекст, мы играем обворожительной и практически обнаженной героиней. И вообще происходящее на экране — это все круто. Сексуальная полуголая женщина в высоких сапогах и с ружьем в руках пробирается по лесу по чужой планете, попутно отстреливая инопланетян из ружья или отмудохивая их прикладом. Прекрасно! Просто прекрасно. Все как любят испанцы. Ну или во всяком случае, как испанцы любили в 80-х. Ну реально, все круто. Кроме одного. Играть в это невозможно. Потому что просто, блядь, невозможно. Игра нафиг просрана таким конченным уровнем сложности, что пройти ее можно только лишь с читами, и то придется сильно постараться. Да, в игре еще имеется и второй тип геймплея, что-то типа 3D гонки. Выглядит очень прикольно, но я даже не хочу это обсуждать, потому что дойти до этой гонки без читов и остаться ментально здоровым — это просто нереально. Только с читами, и то, как я уже сказал, это будет сделать непросто. Короче, вот такая вроде бы и крутая игра, но при этом просто наглухо неиграбельная. И тут, наверное, можно было бы сказать, типа, да ладно, чего ты придолбался, мало ли всяких там неиграбельных игр производят в самых разных странах, причем тут испанцы, но нет, это не единичный случай, и это не исключение, это скорее какое-то правило или закономерность, причем закономерность, которую я как-то логически объяснить не могу никак. Как будто у испанцев в 80-х было какое-то свое такое обособленное понятие об играх и об играбельности в целом. Типа считалось, что в игре должна была быть спрятана какая-то испанская какашка, чтобы сделать ее неиграбельной. Ну или как минимум малоиграбельной. Крайне странно, тем более, что сейчас испанцы пилят вполне адекватные и хорошие игры. Ну ладно, перейдем к следующему пациенту. Капитан Трояна, игра от Dynamic 89-го года выпуска. И опять же, что мы имеем? Крутая графика, все такое. Да, и игра сама в рамках Спектрума очень даже неплоха.
Блин, я уже реально устал говорить фразу в рамках спектрума, но бывает, скажу вот просто, это хорошая игра, а потом включу ее и сразу дописываю в сценарии в рамках спектрума. Но ладно, не будем отвлекаться. Так вот, Капитан Труэна — это красочный и очень неплохой платформер в рамках спектрума. Игра, как это часто любили делать испанцы, состоит из двух частей, но вторую мы оставим за скобками, а поговорим именно о первой. Так вот, где же нам тут испанцы подложили какашку? Как думаете? Сложность? Не. Все в порядке. Очень даже играбельно и проходимо. В этом плане, на удивление, все четко. Тут даже есть магазин, где можно или скорее нужно покупать всякие полезные штуки. И вот в этом-то магазине и спрятана подлая вонючая испанская какашка. Потому что, чтобы пройти игру, тебе нужно закупаться в данном магазе, ну а чтобы шопиться, нужно постоянно и беспрерывно фармить долбаные монеты как конченому. Вот просто, когда видишь врага, нужно стоять и убивать его много-много раз, респаун за респауном, пока из него не перестанут сыпаться монеты. И так почти на каждом, мать его, экране. Это просто наглухо убивает весь геймплей, который по сути превращается в какие-то эпизодические передвижения между бесконечным фармением монет. Ох уж эти испанцы! Ну вот реально, подобное статус-кво, я имею в виду шикарную графику, лор, но ужасную играбельность, это ведь не фишка нескольких каких-то игр или одной какой-то компании. Вовсе нет, это закономерность для всей испанской ZX-сцены 80-х. И хотя, конечно же, есть исключения, и их даже немало, но тем не менее, общая нездоровая тенденция к всратому геймплею наряду с хорошей графикой и лором прослеживается вполне себе отчетливо. А вот если же взять родину спектрума, то есть Великобританию, то там компас показывает несколько в иную сторону. В сторону примитивной графики, практически полного отсутствия какого-то вменяемого сюжета, но более залипательного геймплея и управления. Опять же, далеко не всегда и далеко не везде это совершенно не является правилом для всего британского рынка и даже не является закономерностью, но общая тенденция все же прослеживается, особенно если брать и целенаправленно сравнивать испанские и британские игры. Ну ладно, давайте рассмотрим еще какое-то детище испанского ZX игростроя. Давайте! Поговорим немного об игре моей юности «Измерение Омега». Отличный психоделический сеттинг, почему-то ассоциирующийся у меня с фильмами Дэвида Линча. Неплохая монохромная графика, возможность менять на лету персонажей, одним из которых, как это ни неожиданно и неудивительно, является полуобнаженная девушка. Сюжет игры весьма и весьма нетривиален и повествует о любви земного ученого и девушки с измерения Омега. Встретиться вживую эти люди могут только пройдя через особенную дверь или кротовую нору, которая, конечно же, находится в очень удаленном и очень опасном месте. Согласитесь, довольно-таки неплохо, особенно как для 8-битной игры. В этом всем есть только один уязвимый момент. Геймплей, конечно же. Я реально не понимаю, как в это вот можно играть, но еще больше я не понимаю, зачем. Зачем, блин, тратить свою жизнь, играя в игру, от геймплея которой невозможно получать удовольствие, даже, наверное, теоретически. Ну окей, ладно, невозможно по моему мнению. Ну вот вообще, блин, вы только посмотрите. Как видите, все это сильно и нехило так тормозит, хотя и не критично, как для спектрума, но сам игровой процесс, он вот просто максимально изматывающий. Мало того, что игрушка дичайше сложная, и я сильно сомневаюсь, что кто-то из смотрящих это видео ее когда-либо проходил, ну и вообще тормозной платформинг, где в необходимый момент нужно тыкать ножичком и выбирать правильного персонажа, это все, конечно же, печаль печальная. Ну, что мы рассмотрим еще? А давайте поговорим о такой игре, как Гуди. Давайте! Игра от Opera Soft 87 года выпуска. И вот здесь графика реально топчик. Я часто произношу фразу «стильная монохромная графика», но тут она прям реально стильная. Очень детальный монохромной графонии, все вроде бы хорошо, но мои симпатии к этой игре убивают некоторые нюансы.
как-то летящие по естественной траектории кирпичи, которыми хрен попадешь в тех, кто находится вблизи, отсутствие хоть малейшего тайм-аута после получения урона, когда персонаж какое-то время неуязвим, да и общая некоторая всратость управления. В общем, традиционные испанские болячки. Говоря об управлении, то на первый взгляд вроде бы все хорошо. Персонаж отзывается мгновенно, но как-то так получается, что оно все какое-то дерганое, слишком быстрое, нервное и некомфортное. Вот просто некомфортное. И здесь даже не нужно далеко ходить, давайте для примера возьмем эталон Super Mario Bros. Игру, которая вышла на 3 года раньше, чем Гуди. Почему мы вообще вспоминаем тут Марио? А все просто. И в Гуди, и в Марио есть такой элемент геймплея, где к тебе приближается противник, и тебе нужно его перепрыгнуть. И вот в ситуации с Марио это не ощущается какой-то особо сложной или неприятной задачей. Подошел себе спокойно и перепрыгнул. Вообще никаких вопросов. А вот в Гуди же просто перепрыгнуть ползущую на тебя змейку — это уже нифиговый такой квест, хотя я повторяю, сам персонаж мгновенно отзывается на управление и все такое, но тем не менее имеется ощущение какой-то неправильности, что ли. Ну и общий уровень сложности, конечно же, тоже зашкаливает. Не знаю, вполне возможно, что пройти эту игру без читов можно, но в любом случае она явно ориентирована на то, чтобы сделать игроку больно. Сильно больно. Ну давайте продолжим наш хит-парад. Хотя я думаю, вы уже давно поняли, где собака порылась и какие общие черты есть во многих испанских играх. Тем не менее, давайте рассмотрим еще несколько примеров. Игрушка Game Over имеет 2 части, каждая из которых в свою очередь состоит из 2 частей, записанных на разных сторонах кассеты. Традиционный испанский ход. Кстати, забыл сказать, что с измерением омега та же самая фигня. 2 стороны кассеты, 2 части. Но вернемся к Game Over. Конкретно к первой части, вот именно части, потому что ко второй вопросов нет. Fantis или Game Over 2 это вполне играбельная и даже очень проходимая игра. Но вот с первой частью все совершенно по-другому, хотя я и не могу сказать, что она непроходима, так как лично знаком с человеком, который проходит ее минут за 5 совершенно на изичах. Но знаете, вот именно тот факт, что игра проходится за 5 минут, и свидетельствует косвенно о том, что сложность у игры, скорее всего, неадекватная, так как издатель просто не мог продавать игру, которую ребенок принес бы домой и прошел за 5 минут. Поэтому нужно было сделать ее максимально хардкорной, и в случае с Game Over 1 это так и есть. По крайней мере, по моим ощущениям. И вот если в Game Over 2 или Fantis играть вполне себе приятно, то первая часть дилогии вызывает прям очень сильное жжение в определенных местах. Хотя, опять же, повторюсь, пройти ее без читов возможно, так как такие случаи мне известны. Ну а в общем, тут вот налицо все симптомы испанского геймдева. Хорошая графика, интересный лор и слабая, на мой взгляд, играбельность. Следующим примером теоретически крутой испанской игры с убитым геймплеем, конечно же, для нас послужит игра After the War, которую компания Dynamic выпустила в 1989 году от Рождества Христова. По классике она состоит из 2 частей, но говорить мы будем именно о первой, так как опять же по классике рука-лицо хочется делать именно по отношению к ней. Конечно же, графоний тут довольно-таки неплохой, постапокалиптический мир, здоровенные спрайты персонажей, ну а геймплейно это битэмап, причем битэмапить нам придется на улицах разрушенного Нью-Йорка. Практически, мать ее, зона комиксов. Но испанцы, конечно, не могли не подсунуть нам какую-то какашку, иначе, как вы понимаете, мы бы просто не говорили об этой игрушке. Так вот, боль тут заключается в том, что герой не может разворачиваться влево. Да, блин, герой всегда смотрит только вправо, и когда на него нападают и сзади, он даже не находит нужным развернуться. Да, он может отбиваться локтем, но это нифига неудобно, да и выглядит это все просто тупо. Блин, да что ж за беда на спектруме с этой левой стороной?
В контре вон спектрумовская тоже персонаж не хочет разворачиваться. Но не будем отвлекаться. Короче, когда к нам с левой стороны приближаются вооруженные огнестрелом панки, то нам ничего другого не остается, как приближаться к ним спиной и пытаться подловить локтем. Бред сивой кобылы, короче. В общем, я думаю, этих примеров вполне достаточно, чтобы донести до вас мою мысль. Ну, а вообще подобных игр в испанском геймдеве можно найти очень и очень много. И я вот реально не знаю, с чем это связано, но это вот так вот. Ну, просто так это и есть. А на пасашок давайте рассмотрим еще одну известнейшую испанскую гамесу под названием Sir Fred. Хотя нет, говорить тут, пожалуй, не о чем. Sir Fred просто идеален во всем. Покедова. И по старой уже доброй сложившейся традиции хочу поблагодарить в конце видео всех, кто меня поддерживает финансово и позволяет мне снимать видео о нашем любимом спектруме. В первую очередь хочу сказать спасибо всем моим донатерам на стримах, всех тех, кто донатит, кто смотрит, кто поддерживает стримовскую движуху. Я вас всех знаю, всех люблю, всех ценю и всем вам безумно благодарен. И, конечно же, спасибо тем, кто поддерживает меня на ютубе, патреоне и на бусте. Особая благодарность сегодня звучит Андрею Игольнику, Unknown Filmmaker, каналу Drunkfly, ссылка в описании, каналу Satwin Stuff, ссылочка в описании также, Герману Шутенко, ТМ, Володимиру Мишину, Варьяту, АДФу, Александру Бережному, Александру Ляшуку, Арту, Crazy Animal, Сайберу, Юджину Труневу, Сергею, Василию Селиванову, Снауту 81, Василию Харужику, Маше и Сергею и всем тем комрадам, которые поддерживают меня на бусте, на патреоне и на ютубе, и чьи имена вы сейчас видите на своих голубых экранах. Спасибо вам, друзья, огромное, и еще раз спасибо донатерам на стримах. Покедова!